Не случайно здесь стоит автовоз, потому что сегодня речь про видео, которое набрало очень много резонансных комментариев. Что сейчас произошло? Видео называется «Наш человек найдет выход из любой ситуации». Большинство комментариев звучит примерно следующим образом. Молодец, наш человек, ай покажи им, наш человек действительно найдет выход из любой ситуации. Наша смекалка – это все, мы всегда могли найти выход из любой ситуации, молодец, водитель, знай наших. Я решил углубиться в проблему и посмотреть, действительно ли так молодец этот автовозник, как его рисуют. Краткий пересказ видео. Дальнобойщик в Германии стоит около одной фирмы. Подъезжает дальнобойщик на автовозе и становится рядом. Площадка практически пустая и места есть. Но здесь, на этом предприятии, не грузят автовозы. Здесь грузят фуры. Какой-то товар, который, никак не относится к автомобилям. И площадка, само собой, относится к этой фирме. Водитель по какой-то причине приехал и стал сюда на отдых, на паузу. Сколько он намеревался стоять, это неизвестно. Сутки, двое, или час, два, 3 или 15 минут. Через несколько минут после остановки водителя автовоза к нему подъехал карщик из проходной этого предприятия и сказал что-то примерно: уезжая отсюда, здесь стоять нельзя. Ты явно приехал не к нам, у нас нет машин, у нас стоянка только для транспорта, который обслуживает наше предприятие. Скорее всего, водитель, какой-то наш соотечественник, отказался уехать или сказал типа такое: сейчас постою 45 минут и уеду, потом. И возник, как говорится, конфликт. Столкнулись два барана, водителя можно понять, у него закончилось время и он не может двигаться согласно регламенту и согласно тахе, а карщик тоже не понравилось, что его не послушались, потому что он здесь как бы главный, и верховенство закона в Германии, как ни крути, а все-таки оно есть. Он приехал и поставил какие-то препятствия спереди машины и сзади машины, и получается спереди машины и какое-то препятствие поставил сзади машины. Таким образом, чтобы машина не уехала ни туда, ни сюда. И таким образом он не просто отомстил водителю, но и, вероятно, пошел звонить в полицию. Знаю, как это обычно бывает. Бывал в таких ситуациях неоднократно. Они всегда грозятся полиции, когда это уместно и когда это неуместно. Пошел звонить в полицию, а полиция приедет через час. То есть, и чтобы наказать все-таки этого дальнобойщика, чтобы довести начатое дело до конца, а не просто это был пустой звонок, чтобы приехала полиция, он никуда не смылся, и его привлекли к ответственности. А действительно за это привлекают к ответственности, хотя и знака здесь никакого нету. Так вот, что сделал водитель? Дело в том, что кто работает на автовозах, знает, что там есть площадки, которые двигаются на гидравлике и делают автовоз короче и длиннее. Так вот, этот водитель сложил нижнюю платформу, что дало ему определенное место для маневра, сдал задним ходом, сумел выкрутиться, отъехал, эту площадку назад выдвинул и уехал себя спокойно. То есть получается, как в том анекдоте про муравьев. Приедет полиция, а машина-то, а кого наказывать нету, и этот карщик окажется мудозвоном. На самом деле в Европе, в частности в Германии, вся территория находится в частной собственности. И если это не дорога общего пользования, то это какая-то частная собственность. В данном случае стоянка перед каким-то предприятием, которое выпускает условно комбикорм или там кирпичи, они принадлежат им, и они не хотят, чтобы на этой стоянке стояли другие машины. Правильно или нет, но судите сами. С одной стороны, ну что вам жалко, если я здесь стану, постою часик-два или день-два, что у вас все равно свободная дорога, я ничего не испорчу, дорога хуже не станет. Но если поставить себя на место владельцев этой фирмы, то получается, что они столкнулись и пришли к этому, наверное, через какой-то опыт. Вы знаете, что водитель-дальнобойщик не просто стоит, он после себя оставляет, как правило, продукты жизнедеятельности. Пили, например, кофе и вылили остатки на улицу. Они попили чай и выбросили пакетик просто на асфальт. Да, делают так немногие. Да, некоторые отходят на траву и там растительный остаток этот выбрасывают. Ну, я не думаю, что кто-то просто станет сорить там или еще что-то специально. Но есть разные
разные люди. Например, кто-то курит, и он будет стрясать пепел прямо на асфальт. Кто-то там плюнет, кто-то выкинет шкурку от банана, у кого-то что-то упадет, у кого-то подтекает масло, у кого-то там откуда-то с прицепа потекло или еще каким-то образом. И представьте эту фирму, которая за свои деньги содержит эту территорию, за свои деньги асфальтирует и убирает, и каждый раз они вынуждены убирать за такими дальнобойщиками, которые не то что уже в туалет там могут сходить, но они могут просто оставить какие-то вот такие остатки после себя. Как правило, за границей стоянки такие, которые находятся около предприятий, предназначены для машин, которые приехали на это предприятие загружаться или выгружаться. Им разрешается здесь стоять, они как бы подписывают какие-то бумажки, они знакомятся с техникой безопасности, они знакомятся с правилами, и поэтому подразумевается, что как бы они не нарушают, а если они и нарушают, то они там зарегистрировались, их легко вычислить и, если что, наказать. Да, вполне возможно, он сфотографировал или записал номера, вполне возможно, что у них есть видеокамера, которая бьет именно на эту сторону, и установить машину будет не проблема. Но я очень сомневаюсь, что из-за такой какой-то парковочки, это не грубое нарушение, это не преступление, его где-то будут искать, составят протокол без него, пошлют по месту жительства, я сомневаюсь, то есть это не предусмотрено законом. Да, с одной стороны, водитель молодец, он выпутался с этой ситуации и ушел как заяц от волка, уходил не однажды. Он проявил смекалку. Конечно же, иностранец так бы не поступил. И да, в принципе, иностранец бы и не попал в такую ситуацию, потому что он бы просто не приехал сюда на чужую территорию. Он бы поехал куда-то на общественную парковку, где можно стоять, или на платную парковку. Наши люди вынуждены работать в таких условиях и вынуждены стоять, где попало, и вынуждены сами про себя заботиться. Поэтому мы и попадаем в такие ситуации. В любом случае, водитель красавчик. В любом случае, вы услышали точку зрения, что, может быть, ему и не стоило сюда приезжать. Ведь просто представьте, что у вас есть своя, например, фирма или есть свой дом. И это ваша территория, где вы косите траву, где вы подметаете, где вы улаживаете бордюр, где вы убираете все бумажки. И представьте, что сюда приехал какой-то водитель, даже не обязательно на фуре, просто приехал водитель и здесь, например, наплевал семечек, насорил, что-то вылил, что-то там изгадил. Приятно ли вы будет вам? Ну, конечно же, если это будет один раз, ну ладно, понятно, вы берете. Ну 2, ну 3, ну бывает. Но представьте, что когда это, например, образно молодежь будет постоянно сюда приезжать и вот почему-то стоять именно около вашего дома, гадить вам и все, и вам за это не будут платить, вы будете за это вынуждены сами убирать. Ну, и насколько вас хватит? И примете ли вы какие-то действия? Само собой, что вы положите около своего забора какие-то камни, чтобы они сюда не заезжали. Само собой, что вы напишите собственной рукой табличку типа, мол, у ворот не парковать или так далее. Ну, то есть вам будет неприятно, когда на вашу территорию приходят незваные к вам люди и что-то там делают, и пускай даже не очень плохое. Таким вот образом мы углубились в проблему, посмотрели медаль со второй стороны и поняли, что не все так однозначно, как комментаторы решили в этом видео. Чувак не из робкого десятка, короче, он вышел, собрал там, как-то у него сложилась там машина, есть видео, прикреплю, и уехал. Не, это вообще, я не знаю, это прям, ну, какая-то чудесная страна. И на самом деле провокационное было видео, название его, наверное, так и не надо было называть, хотя, с другой стороны, назови это видео по-другому, может быть, оно не попало бы в тренды, может быть, оно не залетело, и, может быть, его не посмотрело столько человек. Поэтому, ну, кликабельное название, как говорится, ну, сыграло свою роль, а может, это просто интересное видео. Поэтому можете написать свои замечания,